Добрый день, ребят. Еще раз я решил показаться вам. Я нашел причину в Toyota Prius, нашел причину того, почему и что было с этой машиной. В общем, что происходило у меня изначально. Стук в двигатель был, стук в коробке был. Я поменял коробку, поменял диск сцепления там. После этого я поменял датчики, этот самый клапан АГР, поменял свечи, поменял катушки, прочистил коллектор и все. Я кучу отзывов и читал, и форумы начитался, все. И постоянно забрасывало, закидывал у меня второй цилиндр, машина троила, стук появлялся и не мог определить, из-за чего это. Проверил компрессию, компрессия везде была по 10 килограмм. В общем, ребята, я дошел до того, что я все-таки сделал, и у меня машина работает четко. Вот на данный момент она, вот я сижу в машине, она включает, то есть в смысле она заводится, она глохнет, никаких стуков нету, разгоняется, все хорошо. В общем, в чем основная причина? Это первое, это проблема в масле. Ребят, не заливайте в Toyota Prius 5W30 и никого не слушайте. Если вы хотите, чтобы ваша машина ездила, она будет ездить только в том случае, если вы будете заливать то, что указано, и как бы то, что рекомендует завод. Это 0W20 масло нужно заливать. Пожалуйста, у кого есть Prius, просто-напросто возьмите, слейте свое нехорошее масло и залейте сюда нормальное 0W20, там, я не знаю, на ваше усмотрение, какое вы хотите. Лично как я залил сюда американское масло 0W20, это Матюль, ой, я извиняюсь, это Mobil 1 или Матюль можно заливать 0W20, а Mobil 1 идет 0W30. Я извиняюсь. Поэтому вы зальете, и мотор будет хорошо работать. Но для того, чтобы он заработал, что происходит? Вообще основная причина того, что масло плохое, а второе, из-за плохого масла и частичного или часто заводимого мотора в Toyota Prius, то есть вы можете проехать за 5 километров, он может завестись раз 40. Заглохнуть, завестись, заглохнуть, завестись. Все зависит от режима езды, от стиля езды. Поэтому забиваются кольца. Компрессия есть, но маслосъемные кольца начинают перепускать. Компрессионные кольца держат при этом компрессию, а маслосъемные они не держат масло и закидывают свечи закидывают маслом. Таким образом мы начинаем мучить там катушки, свечи и тому подобное. На самом деле просто нужно взять, попробовать с самого начала, это залить раскоксовку. Что я и сделал. Я купил специальную раскоксовку колец поршневых и залил туда. Подержал там минут, сколько у меня было, минут 15-20. Они окислились, особенно во второй цилиндре я дал 2 дозы. Они окислились, там продержались. После этого выкрутил свечи, прогнал без свечей мотор, чтобы выгнал эту всю гамулу. После этого я поставил свечи, завел и держал на высоких оборотах где-то в течение 25 минут. 20-25 минут. Ребят, воля. Мотор работает, шепчет. Компрессия поднялась, свечи не забрасывает, никаких стуков нету и все четко работает. Поэтому мой совет вам, просто-напросто заливайте нормальное масло. Раскоксуйте свой двигатель и катайтесь дальше, и все у вас будет хорошо, и будете рады, счастливы, довольны. Мой совет вам, а там решать вам. Как вы хотите, так и поступайте. Всего доброго, желаю удачи.